Забудьте сказки про то, что диплом консерватории или любого другого музыкального учебного заведения откроет вам двери в блестящую карьеру. Даже если это самое топовое заведение, гарантии ноль. Музыкант – это не профессия, это пожизненный приговор, который меняет все. Как вы думаете о деньгах, об отдыхе, о семье, о планах на будущее? Вы уже не будете жить как все. Путь музыканта – это дорого, это долго и без гарантий. Учеба в музыкальной вышке – это не романтическое кино, а полоса препятствий. Это не про вдохновение, а про прессинг и унижение. Когда сильных ломают, а слабых добивают. Жесткие и порой унизительные методы преподавания, психологическое давление, токсичная конкуренция. Вы все это прочувствуете на своей шкуре, если еще будете удостоены такой чести. Апогей этого абсурда – это, конечно же, музыкальные конкурсы, никому не нужные. Это самая большая ложь академического музыкального мира. Вас заставляют верить, что бумажка с лауреатством что-то там решит. Очень смешно, конечно. Вспомните того же, хотя бы, не знаю, Алексея Султанова, гений, который жил музыкой, человек без кожи. В 1995 году, по-моему, на конкурсе Шопена жюри просто решило не давать ему первую премию. Султанову, который был на голову выше всех, ему дали только вторую. Он отказался, и это такая несправедливость, это сжигание себя ради оценки какой-то кучки людей в судейских креслах. The jury decided not to grant the first prize, but to award two second prizes to Philip Giussiano and Alexei Sultanov. $20,000 and a silver medal each. Znaczy pewnie tego samego co wszyscy, Sultanowa. Wiadomo, faworyt numer 1, Sultanow. Zdecydowanie Sultanow. Znaczy moim typem jest Aleksiej Sultanow, ponieważ ja lubię, jeżeli ktoś wprowadza coś nowego, ale wiem, że wątpię, żeby jury spodobał się Sultanow i myślę, że Giussiano, może Remu Rasin albo Montero z tej trójki. Będzie pierwszy to chyba jednak Sultanow. В итоге все это стоило ему здоровья и впоследствии жизни. Система академического пианизма выпила его до дна и выплюнула. Он сгорел зря, пытаясь доказать что-то тем, кто ценит и не искусство вовсе. Здесь и рождается тот самый синдром отличника. Это ментальный рак любого вообще музыканта. Нас приучают, знаете ли, десятилетиями ждать одобрения. Мы боимся фальшивой ноты больше, чем нищеты, в которой, кстати, она не виновата. Академических музыкантов учат быть послушными, бесхребетными, просто удобными. И, конечно, мы привыкаем быть хорошими мальчиками и девочками, которые идеально выполняют чужую волю. Но твоя эта идеальность никому не нужна, если в тебе нет предпринимательской жилки и наглости, второго счастья. Музыкант-отличник – это идеальный раб, который ждет, когда его заметят. Спойлер, не заметят детишки. Вы либо волки, либо овцы. Так большая часть ломается, кто-то даже выживает, конечно, но с надломом, который потом приходится чинить годами. Знаете, еще момент, пока вы там полируете свои вот эти пассажи, на пятки наступает уже ИИ. Нейросети, они уже пишут фоновую музыку, делают аранжировки, сводят треки. ИИ не болеет. Ему не нужен
профсоюз, он не страдает от депрессии. Так что если все, что ты умеешь, это чисто и бегло переставлять пальчики по грифу или клавишам, то ты уже проиграл, потому что робот сделает это точнее и быстрее. Если продолжать говорить про живых, то, знаете ли, сегодня техника – это базовый минимум, это уже не достижение. Так что быстрее и лучше играть – это уже не плюс, этого недостаточно. Если у тебя нет личного бренда, нет характера и понимания рынка, то ты просто устаревший биомеханизм. В консерваториях и музыкальных академиях практически не учат уже тому, что вам будет действительно нужно. Это как себя продавать, как договариваться с заказчиками, как строить свой личный бренд. 5-6 лет вышки ты живешь в неведении, а потом тебя выкидывают в реальность, где никто тебя не ждет и никто ничего не даст. Так что в чужой сфере ты тоже чужой. Навыки узкие, и приходится начинать с нуля, как правило, особенно когда ты совершил ошибку и выбрал только одну специализацию, ты либо только теоретик, либо ты только скрипач, либо ты только пианист. Тогда ты вообще заложник уже инструмента своего. Большинство выпускников идут преподавать в ДМШ, и только единицы буквально через игольное ушко, знаете ли, пролезают вот в эти какие-то хорошие оркестры, где хорошие зарплаты также получают далеко не сразу. А возможно, что $450 это твой потолок, даже со стажем. Ты волк, сколько потопаешь, столько полопаешь. Поэтому прокачивайте свои софт-скиллы, изучайте смежные сферы, ищите, куда можно применить свои знания и навыки, как их можно вообще обыграть, в принципе, за пределами сцены. Изучайте психологию влияния, изучайте маркетинг. Короче говоря, обыгрывайте свой талант там, где есть деньги, а не только академический пафос, потому что он уже устарел, все скоро закончится. Иллюзии уже не стройте. Без обыгрывания своих знаний и навыков велик шанс оказаться в положении, когда ты уже ненавидишь музыку, ты ненавидишь там свой инструмент, но уйти тебе просто некуда. Музыка, ребята, это кайф, но профессия музыканта – это всегда игра на выживание. Здесь нет страховки, здесь нет гарантированного соцпакета, и никто не вытащит тебя за шкирку из ямы. Из творческой, финансовой, моральной. Давай сам. Ты же волк.